Ассаламу алейкум, уважаемые братья и сестры. Сегодня я приглашаю вас вместе со мной погрузиться в удивительный мир истории и языка, где переплетаются судьбы двух великих народов – узбеков и таджиков. Я расскажу вам о том, как их языки прошли свой уникальный путь развития, сохранив величие прошлого, и почему споры о чистоте языка до сих пор остаются актуальной темой. Это больше, чем просто языковой вопрос. Это ключ к пониманию нашей общей истории и культуры. Оставайтесь с нами, чтобы узнать то, чего вы не слышали раньше. Проблема языков – таджикский и узбекский, от истоков до современных дискуссий, исторические корни и пути развития. Узбекские и таджикские языки действительно восходят к древним языковым группам Центральной Азии. Таджикский является прямым наследником персидского языка, который в средневековый период стал языком науки, литературы и администрации в регионе. Влияние персидской культуры в сочетании с арабским языком усилило его литературную роль. Узбекский язык, с другой стороны, развивается как часть тюркской языковой семьи, подвергаясь влиянию сагдийского и других древнеиранских языков. Позднее он впитал элементы персидского и арабского языков, но сохранил уникальные тюркские черты в лексике и грамматике. Это объясняет, почему узбекский язык считается менее однородным в исторической перспективе. Споры о чистоте языков. Вопрос чистоты языка больше связан с восприятием его носителями. Таджикский язык гордится своими литературными корнями, восходящими к поэзии Рудаки и других персидских классиков. В то же время узбекский язык подчеркивает свою историческую независимость благодаря сохранению ряда архаичных тюркских форм. Оба языка испытывали давление со стороны доминирующих политических режимов, особенно в советское время. Например, в Узбекистане таджикский язык постепенно вытеснялся из официальной и образовательной сфер, что влияло на формирование идентичности таджикоязычных общин в регионе, особенно в Самарканде и Бухаре. Современность и языковая политика. Современные реалии продолжают подчеркивать уникальность каждого языка. Например, в Таджикистане русский язык остается языком межнационального общения, тогда как таджикский язык занимает центральное место в национальной политике. В Узбекистане узбекский язык активно модернизируется, например, переход на латиницу стал символом новой идентичности. Итог. Споры о языках – это отражение не только культурных различий, но и исторических травм, связанных с территориальным и политическим разделением. Несмотря на различия, оба языка играют важную роль в сохранении культурного наследия региона. Вместо споров стоит обращать внимание на богатство каждого языка, а также их способность сохранять идентичность в условиях глобализации. Я искренне благодарю каждого из вас, кто смотрит, комментирует и поддерживает наши выпуски. Ваша активность вдохновляет нас создавать что-то ценное и полезное для нашей уммы. Если вы еще не подписаны, проверьте кнопку подписки, ведь впереди нас ждет еще много интересного. И в завершение я хочу пожелать обоим нашим народам, узбекам и таджикам, мира, благополучия и единства. Пусть языковое разнообразие становится не причиной споров, а мостом, соединяющим сердца. Ведь в многообразии наше богатство, а в уважении наша сила. Ассаламу алейкум и до новых встреч. В горах Памира, на берегах Сырдари живут братья, как семья, дружные и счастливы. Таджики и узбеки, вместе мы идем, вместе строим будущее, вместе верим в мечту. Таджикистан, Узбекистан, две души, одна семья, одна любовь. Вместе мы сильны, вместе мы счастливы. Дружба народов, наш общий дом. Солнце светит ярко, как наши сердца. Вместе мы смеемся, вместе мы плачем. Таджики и узбеки, вместе мы идем, вместе строим будущее, вместе верим в мечту. Таджикистан, Узбекистан, две души, одна семья, одна любовь. Вместе мы сильны, вместе мы счастливы. Дружба народов, наш общий дом. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Солнце светит ярко, как наши сердца. Вместе мы смеемся, вместе мы плачем. Таджики и узбеки, вместе мы идем. Вместе строим будущее, вместе верим в мечту. Таджикистан, Узбекистан, две души, одна семья, одна любовь. Вместе мы сильны, вместе мы счастливы. Дружба народов, наш общий дом. Финал Таджикистан, Узбекистан, две души, одна семья, одна любовь. Вместе мы сильны, вместе мы счастливы.